Даже у меня взгляд остановился на этой точке. Как он объяснит вот эту вот люльку, помните? Никогда никто не докажет мне, что просто так в замке, в котором нет никого, просто зажглась свеча. Отчетливо вижу там нечто. Я даже замолчал. Что, блять? Посмотрим Димку, да? Ох, Димка нам ответил, говорит: ох, вот бы сейчас бы, да. Он еще, знаете, такой, ну да, он мне такой говорит: эх, скоро Леху позову на заброшку. Я такой ему говорю: да нет, Дим, не надо. Он такой: да, позову, да, так оно и было. Да, в ВК там, говорит, добавлю тебя, да. Значит так, всем доброго времени суток, кто будет смотреть. Дмитрий, мой хороший, ВК в друзья, все дела. Вот, и спасибо за контент. Мы сегодня смотрим, мне все ребята, вон они мне сидят, спамят. Сейчас у меня чат тут сгорит, тут 13-15 тысяч человек сидит тут, выспамливает, как не в себя. Значит, говорят: посмотри, призрак замка снят на камеру. Анализ видео Ghostbusters замка Гауска. Я сразу, естественно, лайк ставлю за такой контент. Поехали. Чего, вы там тоже, ребят, заходите, ссылку на оригинал оставлю внизу в описании. И спасибо вам за лайки, за ваши комментарии. Давайте, я не знаю, пишите, спамьте, потому что у нас на этой неделе мы тоже уже, ребят, пойдем в лес, там искать столб мистический. Я надеюсь, мы не пропадем к херам собачьим. Если пропадем, то будете Димку смотреть, ничего страшного. Ну ничего страшного. Поехали. Где разбор замок Гауса? Хотим понять, что было в вратах. Где аналитика замка? Мы хотим понять, что было во вратах в ад. Так, настало время разобраться, Это оно, да, это оно. что творилось в этом замке. Врата в ад, это оно. Чего вы мне врете, кто говорит не оно? Идите в сраку. Это оно. Врата в ад замок называют. Привет всем, меня зовут Дима Масленников, и для тех, кто в танке, я хочу еще раз объяснить. Я не ищу паранормальное, я не какой-то экстрасенс и так далее, я просто отправляюсь в самые страшные места, чтобы показать, что там нечего бояться. И если даже мои камеры что-то фиксируют, я стараюсь объяснить это с научной точки зрения, когда анализирую выпуски. И это тот самый случай. Ребят, это аналитика последнего Ghostbuster Замок Гауса. Вспомните, что я сказал в самом начале выпуска про этот замок, который многие... Бля, мне на секунду показалось, что, короче, вот здесь какая-то херня сидит. Я отвечаю, даже у меня взгляд остановился на этой точке. называют врата в ад. Ребят, согласитесь, что название уж очень громкое и надо разобраться, оправдано оно или нет. Сейчас я разберу моменты, которые снял замок Давайте Гауска, посмотрим, чтобы это очень интересно. ответить на этот вопрос. Что я Давай знаю попробуем. точно, это то, что этот выпуск стал абсолютным рекордсменом по количеству. Ребят, самые первые, можете найти, короче, первую серию, я ссылку внизу оставлю в описании. Давайте все разберемся, там были звуки, там очень много что странного было. Давайте попробуем и вообще послушаем, что Димон сам скажет, это очень интересно. Звуков, потому что тут они происходят, ну, практически постоянно. Да, это старое здание, по которому гуляет ветер, а половицы и двери скрипят, ну просто адски. Ну, вряд ли ветер мог сделать это. По-настоящему всему этому можно найти логическое объяснение, и каждую ситуацию стоит разбирать в отдельности. Например, этот звук. Так, давайте послушаем этот звук еще раз и очень внимательно. А будто что-то Слышно, передвигают. что это какой-то металлический звук, и практически точно он доносится с кухни. Давайте вот просто предположим, что там могло произойти. На этих кадрах вы видите, что в раковине лежит какая-то кастрюлька или крышка, которая, скорее всего, упала со стола в эту раковину и вызвала этот страшный звук.
Что еще есть на столе? На нем лежит какой-то непонятный одноразовый стаканчик и баночки от сливок. Вот я практически полностью уверен, что в этом замке точно есть либо крысы, либо мыши, которые могли учуять запах сливок, залезть на стол и случайно сбить крышку кстати, в да. раковину и вызвать Если этот валяется, страшный лейка звук. валяется, Поэтому со кастрюля стопроцентной валяется. вероятностью я делаю вывод, что все эти звуки имеют естественное происхождение. Видите, вот плюс одно объяснение уже. Следующий момент, который вызывает вопросы, это Как он объяснит вот эту вот люльку, помните? Люльку, с которой охренели просто все. Как он объяснит именно вот эту вот ерунду? Мне очень интересно, как он это сделает. это момент с люлькой. Вот. Все как в классическом Вот оно. фильме ужасов. Вот честно, на тот момент я предположил, что кто-то качнул люльку и скрылся за углом, потому что она покачалась буквально несколько секунд и остановилась. Но мы вообще не слышим шагов. А как вы понимаете, половицы там очень сильно скрипят, и каждый шаг слышит очень сильно. Более того, когда я зашел за угол, там никого не оказалось. В общем, мне кажется, тут нет никакой мистики, и люльку качал обычный ветер. Да, это старое здание, по Не верю. которому гуляют сквозняки, и они способны качать даже крупные предметы. Например, вот эту большую железную руку. Так что со стопроцентной вероятностью могу сказать, что это был обычный ветер. Это очень странно. Это очень странно. А что ветер? Там, где покачалась рука, я точно помню на видеоролике, можете отлистать. Или оригинал у Димки, или я, где смотрел видос. Там 100%, по-моему, было окно. Поправьте, если я не прав, там было такое окно, из которого мог этот ветер идти. Вы поймите, сквозняк, эта люлька стоит закрытая со всех сторон. Какой должен быть сквозняк? Это не на маятнике, то есть что-то стоит. Да, на люлька качается. Но какой должен быть сквозняк, чтобы так сильно в определенный момент покачать эту люльку? В определенный момент. И качалась она очень серьезно. Это очень странный момент. Очень странный. Поэтому вот здесь вот есть о чем задуматься. Я не говорю, что Димон прав или не прав. Я просто высказываю обычное свое мнение, как обычный его зритель, не более того. Вот здесь очень странно. Совпадение, я хочу да. поговорить о реальных загадках, которые ставят меня в тупик. Например, горящая свеча. Я просто До момента, пока я Димона не услышал, никогда никто не докажет мне, что просто так в замке, в котором нет никого, просто зажглась свеча. Тут два варианта развития событий. Либо над Димкой кто-то захотел подшутить, я не знаю, из его команды. Но, опять же, он ходит один на заброшку, вы понимаете? Он идет один. Как? Кто туда мог? Либо вот этот вот чувак заранее как-то туда зашел и такой прикол сделал. Это очень странно. Никогда просто так свеча сама по себе не зажжется. Либо кто-то забыл потушить ее. вам напоминаю. Вопрос. Ночь, деревянный замок, в котором не ночует охрана. И тут горящая свеча, которая просто не допустила Не ночует потерь охрана. безопасности. И вот тут я реально в каком-то тупике, хотя я прочитал огромное количество комментариев, и многие подписчики писали про какие-то непонятные противопожарные свечи, которые можно оставлять. Они медленно горят и практически не плавят воск, поэтому его не было вокруг подсвечника. Противопожарные Но в свечи? интернете я не нашел практически никакой информации об этих свечках. Если вы знаете, о чем идет речь, пишите в комментариях. А пока это 100% необъяснимое. Стопудово. Полностью с ним согласен. Если предыдущий случай вызывает какие-то вопросы, то то, что я вам сейчас покажу, вызывает реальный страх. Помните, я написал в выпуске Очень интересно, что вы с этой свечой скажете. Просто ваше мнение. Я уверен, срач будет в комментариях просто глобального масштаба. Плевать, никого не забаню, пишите несколько версий, переписывайтесь. Мне очень
Правда очень интересно. Мое личное мнение, единственное объяснение этому, это кто-то просто не потушил свечу. Просто. Либо тот, кто заходил днем, как-то зажег ее, потому что все-таки, ну, комната, помещение закрыто, может быть, там темно. У меня нету, мать его, объяснения этому. Невозможно это объяснить. Либо кто-то специально Диму захотел напугать и зашел из тех, кто туда ему открыл проход. Другого у меня нет объяснения. Заметили. Что заметили? Что же было в этом кадре? Сейчас я покажу вам эту комнату и ее же буквально через 1 минуту. Найдите одно отличие. Что? Я искренне надеюсь, что не я один отчетливо вижу там нечто. Вот сейчас я реально на распутье. Либо это настоящий призрак, либо это то, что можно объяснить. И я попытаюсь это сделать. Хозяева замка, когда к ним обратился мой гид Иван, прекрасно знали, чем я буду там заниматься. Я даже замолчал. Что, блядь? Что-то мне как-то не по себе сейчас стало. Распутье. Либо это настоящий призрак, либо это то, что можно объяснить. И я попытаюсь это сделать. Хозяева замка, когда к ним обратился мой гид Иван, прекрасно знали, чем я буду там заниматься. И, возможно, они решили немного... Только хотел сказать. Это не блик, это не игра света, это не занавеска, это материальный объект, на который падает тень. Пока я остановлюсь на теории, что все-таки это был розыгрыш с 50% вероятностью, но там происходило все-таки кое-что необъяснимое, что нашли уже вы, и я постараюсь это объяснить все в выпуске «За гранью», который выйдет ровно через неделю. А пока посмотрите еще разок на эти кадры и напишите в комментариях свое объяснение, либо предположение, что это такое. У меня нет предположений. Да ну нахер. Так, ребята, еще один момент. Если вдруг вам не хватит... Бля, я не знаю, правда. Это, ну типа, я взрослый человек, и мне реально как-то не по себе даже стало. Это слишком... Так, окей. 3-я часть. Все спамят 3-я часть. Против воли аудитории я не пойду. Мне самому дико интересно, что это за 3-я часть. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.